«Вот дева зачнет и родит сына». Предсказание из пророка Исаии, включенное в христианскую литургию на праздник Благовещения. На иврите фраза звучит так: «Хине хальма хара веоледет бен». Именно в таком виде она появляется на картине венецианского художника рубежа 15-16 веков Чимы де Корнельяно «Благовещение». Использование текста в подобных композициях не характерно для западной христианской традиции. Мы знаем примеры в ранней нидерландской живописи, а также в Италии некоторые художники прописывали текст на латыни. Например, флорентийский художник Фра Анджелик. На иврите же данное выражение, насколько нам известно, встречается только в композиции Чимы. Кроме того, это в принципе первая работа в Венеции, где появляются ивритские буквы, еще до того, как в Венеции был налажен печатный станок с ивритскими литерами. Чуть позже ивритские надписи начинают появляться в композициях Витторе Карпаччо, Якопо де Барбари и других художников. Самый известный венецианский книгопечатник Альдо Мануцио вводит еврейский шрифт в обиход венецианских типографий в 1498 году. Мануцио с помощью ксилографии воспроизвел несколько слов в издании полного собрания сочинений Анджело Полициано. В 1499 году знаменитый гипноэротомахией полифила Франческо Колонны. И, наконец, в 1501 году было напечатано краткое введение в иврит, начинающееся с еврейского алфавита и включающее в себя некоторые тексты истории. Возможно, ко времени создания работы Чимы де Корнельяно в Венецию уже поступили первые издания на иврите, которые начали появляться в Италии с 1475 года в городах Реджо ди Калабрия и Пьове ди Сакко. Конечно, появление еврейских надписей в живописи Возрождения в первую очередь объясняется не только архаическими реминисценциями Средневековья, а прежде всего изменениями в отношениях гуманистической среды к евреям в этот период и научным сотрудничеством книжников, христиан и евреев. Великие гуманисты Пико де ла Мирандола, Марсилио Фичино и многие другие учили иврит и находились в тесном диалоге с еврейскими мыслителями, которые становились естественной частью общей культурной среды. Интеллектуалы того времени изучали различные еврейские тексты для лучшего понимания Библии, а также для точной аргументации в теологических диспутах. Но давайте поговорим о художнике и его заказчиках. Чима, как свидетельствует его имя, был родом из небольшого городка Корнельяно, где еврейская община была одной из самых крепких на территории региона Венето. «Наше Благовещение» — одна из первых работ, созданных художником после его прибытия в Венецию. Картина была написана по заказу гильдии торговцев шелка из города Лука для церкви Санта-Мария-Асунта-дель-Крочифере. Эта церковь принадлежала могущественному ордену Крочифере, который создавал на севере Венеции фактически религиозно-творческий кластер. Надо отметить, что церковь была построена в 1490 году, то есть гильдия не теряла времени и почти сразу же сделала заказ художнику. Церковь, о которой идет речь, была разрушена, и на ее месте в начале XVIII века возвели большой барочный собор для ордена иезуитов. Скорее всего, Чима мог привлечь внимание ордена Крочифере через их зависимый монастырь в Корнельяно. Принадлежавшая ордену церковь Сан-Мартино в Корнельяно также была утрачена. Но мы можем предположить, что Чима изобразил именно эту церковь через окно за ангелом Гавриилом Благовещения. Известно, что церковь Сан-Мартино претерпела значительные перестройки примерно в то же время, что и Венецианский монастырь. На картине Чимы видны следы 3 крестов, расположенных в мансардном этаже возвышенного готического фасада. Композиции Чимы вообще отличают внимание к созерцательным фоновым пейзажам родного города. Но некоторые искусствоведы предполагают, что постройка на заднем фоне символизирует синагогу, то есть Старый Завет. А на переднем плане в интерьерах уже происходят события Завета Нового. Гильдии, или можем их назвать на венецианский лад сколами, в данном случае малая скола, объединенные вокруг церкви Крочифере, были одними из самых состоятельных и продуктивных в своей художественной поддержке. Стоит отметить, что сами Крочифере прикладывали много усилий, чтобы привлечь более процветающие гильдии в свою церковь. И, возможно, даже направляли их выбор образов и художников, что, скорее всего, подтверждается выбором Чимы и тому, как выглядят его композиции. Для большинства гильдий вступительные и ежегодные взносы составляли значительную часть их доходов. Поэтому, чем многочисленнее была гильдия, тем легче ей было позволить себе более богатое убранство своих скол и капелл. Неудивительно, что самой роскошно оформленной гильдейской часовней около 1500 года была именно часовня шелкоторговцев. Это была одна из самых многочисленных ремесленных ассоциаций, занимающихся торговлей люксовыми товарами, что обеспечивало ей процветание в рамках венецианской экономики.
Сразу после выполнения первого заказа, то есть исполнения Благовещения, Чима получил от шелкоторговцев следующий заказ для этой же капеллы. Продолжить вместе с художниками Джованни Мансуэнти и Латанчинио да Римини ее украшение циклом из 4 сцен в честь своего сопокровителя святого Марка. Из 4 работ сохранились только 2. Арест святого Марка из музеев Лихтенштейна и исцеление святого Анания из художественной галереи Берлина. Для этой же капеллы Чима пишет еще 2 панели с изображением святого Марка и святого Себастьяна для боковых ниш по бокам от алтарной композиции с Благовещением. Эти работы сейчас находятся в Национальной галерее Лондона. Цикл живописно объединяла убывающая перспектива, арочные композиции и восточная эстетика, которая была интересным дополнением к уже имевшейся в капелле еврейской надписи. Заказ этого цикла был, что называется, ответом на тренд, поддержанный и развитый благодаря заказам таких нарративных циклов большими школами, в частности, школы Сан-Марко, где свою Марчиану задумывал Джентиле Беллини, доделывал его брат Джованни, а потом еще ряд венецианских художников. Стоит отметить, что один из важных венецианских вельмож, Альвизо Д'Ардани, был одновременно покровителем монастыря Крачифери и гвардианом Гранде, то есть главным человеком в школе ди Сан-Марко. Возможно, его вкусу и влиянию мы обязаны. Но, возможно, и нет. На картелине слева от Богородицы на Благовещении Чимы указаны имена членов гильдии. Скорее всего, именно они были ответственны за заказ работы. Подобная же надпись на аресте святого Марка Мансуэти подтверждает их участие. Сам же монастырь Крачифери был одним из активных интеллектуальных центров Венеции, центром обучения и гуманистических изысканий. В записи 1564 года говорится, что члены ордена Крачифери нанимали преподавателей грамматики, латыни, греческого языка, теологии, музыки для обучения своих членов. Позднеренессансная опись их обширной библиотеки свыше 1000 наименований раскрывает богатые и разнообразные прогрессивные интересы членов ордена, многие из которых были известными теологами, поэтами, историками, музыкантами и проповедниками. А мы помним, что сам монастырь тоже имел влияние на убранство своих церквей. Тот факт, что Чима да Коnegliano создал несколько произведений для церкви и фактически ее школы, является доказательством того, что какая-то заинтересованная сторона предпочитала его работу, будь то братство самого монастыря или Лукесская гильдия. Можно согласиться с точки зрения, что появление надписей на древнееврейском языке отражало стремление ренессансной мысли к подлинности. Однако очевидно, что значение еврейских надписей было недоступно широкой христианской публике, а еврейские буквы появлялись в работах сознательно, как бы воскрешая пророческую миссию строк Ветхого Завета. Будучи напоминанием о пророчестве священных слов, они явно демонстрировали не только связь и преемственность заветов, но и творческую силу оригинального божественного импульса, логоса, то есть первоначального источника. С вами была Лия Чичик, программа «Бог в деталях». Смотрите наше следующее расследование через неделю и подписывайтесь на наш канал «Идеи без границ».